Надо будет распределиться четко по местам и поддерживать этот трос. Вот вся работа. Мы останемся там, вы постараетесь быстро спуститься, чтобы они быстро поднялись, но оператора не держать вверх. Я всегда носил на руке наручные часы с большой секундной стрелкой. И еще имел небольшой циферблат на этих часах, на которых указывались минуты. 202, я 210, нахожусь рядом с зоной К. Что передать? Эти часы мне спасли жизнь в дальнейшем, поскольку я по ним сумел четко сориентироваться, сколько минут, сколько секунд я нахожусь в том или ином месте кровли. А здесь вот на зоне Н выполняются работы, и кто-то стучит в рельс. Это, видимо, отказала сирена, которая должна была быть. А может быть, стучат после того, как эта сирена повыла. Это спускается кто-то из вашей группы, потому что в белых одеждах солдаты не ходили. Кто-то из съемочной группы. А вот контейнера в таком виде Швидько отправлял на захоронение. Там, где строился 5-6 блок, там были вырыты для твердых отходов траншеи и забетонированы уже. И в эти траншеи сбрасывались эти контейнера. Открывался замок на вертолете, и они сбрасывались. Так вы трос отпускаете, что вы в обратную сторону? Надо же, трос-то ослаб. Трос-то должен натягиваться, вы не за ту рукоятку начали работать. А вот ими командую я, поскольку они в воде, а я в кедах нахожусь на сухом месте. А солдаты, они вдобавок ко всему не переключили еще один рычаг, который позволяет менять направление. Или трос натягивается, или трос спускается. А где робот? Робот вон стоит оранжевый, вон! И я вот вынужден был спуститься снизу, Пойдем? сказать им об этом. Хотя я должен был наблюдать здесь, вверху, у этого робота, о том, как идет процесс его протаскивания сквозь обломки к краю этой зоны. 3-5 секунд и все. Отсюда он должен был быть забран вертолетом. Пошли за... Камеру мне? Так. Я вынужден был принять камеру из рук оператора, когда он пролезал в эту дыру в кровле. Дыра была пробита одним из парашютов со свинцовыми чушками. Случайно. Саша, страхуй там! В зоне М 1 минута стоила где-то больше десятка рентген. А на зоне Л, вот где эта дыра, там в пределах, 1 минута стоила где-то 1 БР. Может быть, 2 БР. 2 рентгена. Кто у вас будет учет вести запись? Вот химик у меня есть свой. Химик, да, вот у меня тетрадочка есть. Возьмешь тетрадку. Они заряжены, все? Да, они заряжены и выставлены на 10 рентген. На 10. Это самая высокочувствительная зона. От 10 рентген до 20. Это наибольшая точность показаний. Как у любого профессионала, у меня было 2 дозиметра. Один я сдавал, а второй я имел для себя. Тот, который сдавал, тот, конечно, имел меньшие показания, поскольку при 20 БРах я должен был покинуть эту зону и вернуться на прежнее место работы для компенсации полученной дозы облучения. 201. Я 210. Прием.
Вот за 1986 год официальная доза на дозиметре, который я сдавал, 144 БР. Об этом соответствующая справка есть. А по хромосомным операциям и по наличию стронция в зубах, которые тоже забрали у нас японцы, так же, как и хромосомные операции делали они, то тогда была установлена доза в 288 БР. Эта доза позднее была подтверждена Институтом биофизики. Тоже по хромосомным операциям они установили, что около 300 БР доза облучения. Ну, я не считаю, что именно эта доза получена. Получено было намного больше. Я потому что помню не намного больше. То есть в пределах где-то 350 БР. Я очень хорошо запомнил состояние свое, когда я не смог пошевелить нормально ни рукой, ни ногой, когда постоянно тошнило и постоянно шла какая-то слизь, и не было совершенно аппетита. В зоне нет генерала. Как поняли? Прием. Первый выход на крышу Чернобыльской АЭС, конечно, я был напуган. Напуган тем, что для меня это совершенно новая обстановка была. Ну, во-первых, запах свежего белья, занесенного с мороза, который мне был знаком с детства. Во-вторых, большая доза излучений, создающих опасность. Не ходи туда, не ходи сюда. Вот, пожалуй, все, что я могу сказать о первом выходе. Из присутствующих гвардейцев, не желающих идти на выполнение задачи, есть? Нет. Анализ крови брали? Анализ крови сдавали буквально неделю. Хорошо, ясно. Значит, самочувствие у всех как, товарищи? Нормально. Ну, прекрасно. Вы сами решили, да? Да. Хорошо, но если генерал ходил, так почему вам не сходить, правда? Значит, я вам действительно, товарищи, говорю, мы проводили 2 дня назад эксперимент с научным центром. Офицеры ходили туда вместе со мной. Понятно? Вот, товарищ знает. Да.